Привет, это новые Realme Buds Air третьего поколения. Как же долго я их ждал после покупки. С момента моего заказа и до получения на почте прошло около 2 месяцев. Логистика в нынешних реалиях, увы, не блещет. Тем не менее, могу сказать однозначно, оно того стоило. По крайней мере, при прочих равных и такой же долгой доставке, эти наушники в разы лучше SoundPeats Air 3 Pro из предыдущего моего обзора. Но с ними сравнивать данную новинку смысла нет вообще никакого. А вот с предыдущим поколением Realme Buds Air 2 провести некоторые параллели мне сегодня придется. Тем более, что именно эти наушники год назад, после своего обзора, я и выбрал своими вторыми постоянными. Как и подобает новому поколению, наушники Realme Buds Air 3 претерпели немалое количество изменений, которые минорными назвать уж точно нельзя. Да, какие-то общие черты между вторыми и третьими, разумеется, есть, но их не так много, нежели имеющихся отличий. Как по мне, лишив зарядный кейс глянца, производитель сделал правильные выводы. Теперь Cradle стал более овальным, матовым, но при этом в толщине практически не прибавил. Его приятно держать в руке, он не собирает на себе тонны отпечатков пальцев за секунду, да и в целом я бы сказал, что носить его без чехла вполне реально, чего, к примеру, не скажешь о втором поколении. Все элементы взаимодействия остались на прежних местах. На передней стороне расположен одинокий статусный диод индикации, в правом боку встроена кнопка активации сброса, а в нижнем торце поместили разъем для зарядки. Беспроводного способа пополнения энергии в модели нет. Емкость встроенного аккумуляторного блока составляет 460 мАч, плюс имеется опция быстрой зарядки для наушников, в каждом из которых трудится АКБ по 46 мАч. Подключение наушников к смартфону происходит по открытию крышки кейса. В петле имеется хороший доводчик, что не дает крышке болтаться и схлапываться при изъятии гарнитуры. К слову сказать, во втором поколении применили точно такое же решение, и вот уже спустя год эксплуатации могу сказать, что механизм в полном порядке. Теперь переходим к самим наушникам, и вот здесь замечательно работает правило, и если где-то убыло, значит где-то прибыло. Ножка в новых Air 3 стала короче на треть, однако сам корпус с звуководом в размерах прибавил. Теперь он не такой компактный, как у вторых, плюс его сделали глянцевым. И вот если в свое время я мог смело рекомендовать Realme Buds Air 2 в качестве замены, как это ни странно, вкладышам, а также для людей с маленькими ушными раковинами и каналами, то в нынешнем виде Air 3 имеет самую что ни на есть классическую конструкцию внутриканальных наушников с ножкой. Примерно нечто похожее можно лицезреть в Oppo Enco Free 2, Honor AirBuds 2 Lite, ну и у других одноклассников. Стала ли от этого хуже посадка? Лично в моем случае нет, но все же предыдущий формат второго поколения обладал некой уникальностью и отчасти универсальностью. Проще было найти людей, которым они не подходили, нежели наоборот. Но, как я и сказал, классический форм-фактор — это не хорошо и не плохо, это лишь просто мои наблюдения. Кстати, сами звуководы в новинке стали немного меньше и прикрыты пластиковой сеткой, интегрированной в корпус. Во втором поколении за это отвечала металлическая перфорированная пластина. Что же до насадок, то их материал и качество исполнения ничуть не изменились. В комплекте идет 3 пары амбушюр, мне подошел самый большой размер L, применять сторонние не пришлось, посадка отличная, из ушей не выпадают. В силу своего малого веса, а также улучшенной в сравнении с Air 2 влагозащите по стандарту IPX5, наушники можно смело использовать для занятий спортом. Для настройки наушников и активации всех дополнительных опций необходимо скачать фирменную программу Realme Link. Она доступна как для Android, так и для iOS устройств в местных магазинах приложений. Софт полностью переведен на русский язык, и разобраться в его работе не составит больших проблем. Сверху стартовой страницы отображается уровень заряда как кейса, так и каждого из наушников в процентах, а уже ниже сосредоточены основные пользовательские настройки. Здесь пойдем по порядку, и первыми нас встречают регулировки подавления шума, представленные в виде 3 иконок. Непосредственно активное шумоподавление, обычный режим и режим прозрачности. ANC-фильтр делится еще на 2 вида – сильный и умеренный. И вот по данной части хочу отметить, что прогресс весьма явный. Прошлогодние Air 2 могли давить шум лишь на уровне 25 дБ, и это спасало лишь от каких-то уличных звуков. У Realme Buds Air 3 ситуация намного интереснее. Здесь уже до 42 дБ подавления, и наушники уже весьма уверенно себя чувствуют в метро и электричках. Как по мне, апгрейд очевиден, причем не только на бумаге. Я проверял в реальных условиях и могу сказать, что работа ANC меня порадовала. По крайней мере, в сравнении с предыдущим поколением разница сильно ощутима. Что же до обратной стороны шумодава режима прозрачности, то здесь также все отлично. Я уже неоднократно говорил в своих обзорах, что данный режим для меня намного важнее, нежели ANC, потому как я очень часто пользуюсь наушниками, находясь за рулем, и возможность слышать все, что происходит вокруг, не снимая гарнитуры, для меня важна.
Так вот, эти наушники вынимать из ушей мне не приходилось. Встроенные микрофоны отлично передают всю окружающую обстановку, будь то в машине, на улице или в том же метро. Но в любом случае, прежде чем пользоваться всеми звуковыми опциями, я настоятельно рекомендую пройти два теста из приложения. Первый покажет, насколько хорошо наушники сидят в ушах, это так называемый тест прилегания, ну а второй, пользовательская настройка аудио, поможет подогнать стоковое звучание под слух пользователя. Все это дело не займет много времени, зато результат однозначно порадует. Ну а в разделе со звуковыми эффектами, помимо данного теста, есть еще 3 музыкальных пресета. Bass Boost Plus для любителей низких частот, баланс режим для тех, кто предпочитает стандартное звучание и режим четкости с акцентом на верхний диапазон. И вот если говорить непосредственно про звучание, то как и в предыдущем поколении, оно здесь отличное. Я бы даже сказал, что в стоке на балансном пресете Air 2 и Air 3 играют очень похоже. Отличная передача звука по всей АЧХ, без слышимых провалов и перегрузов по отдельным составляющим. Хороший и хлесткий бас без бубнижа на низах, великолепная передача вокально-инструментальных партий на середине с четкой огранкой верхним регистром. Аппаратной звуковой частью здесь занимаются 10-мм динамические драйверы, а за передачу звука по протоколу Bluetooth версии 5.2 отвечает два аудиокодека на выбор, это SBC и AAC. Но при всем при этом сказать, что наушники звучат лучше вторых, я не могу. Но это и не мудрено, мои Buds Air 2 уже больше года в эксплуатации, и как бы там кто не верил в прогрев или не считал бы это мифом, я лишь по своему опыту могу сказать, что со временем наушники раскочегариваются и начинают играть лучше, раскрывая весь свой потенциал. Тем более, что и громкости, ровно как и у предшественников, Air 3 предостаточно, запаса хватит всем без исключения. В меню звукового раздела даже есть специальный рычаг для увеличения абсолютной громкости. Ну и как обычно, свой тест автономности я проводил на самом максимуме, с активацией этого самого рычага. Признаюсь честно, результат меня сильно удивил. При таких условиях наушники отыграли 6 часов и 17 минут. Разумеется, без ANC и прозрачности на стандартном пресете, но тем не менее цифра весьма впечатляющая. Так что, как по мне, их можно смело брать с собой куда-то на дальняк и не бояться, что они разрядятся в неподходящий момент. Тем более, как я уже отмечал ранее, внутри кейса есть опция быстрой зарядки для наушников. 10 минут, проведенных в чехле, обеспечат плюс-минус 100 дополнительных минут музыки. Как и в предыдущих моделях наушников Realme, меня всегда радовала возможность гибкой настройки по жестам. Переназначить на любой доступный жест и, что немаловажно, отключить вовсе можно абсолютно все, что имеется в наличии. Двойное-тройное касание, жест с удержанием сенсора на одном наушнике, а также жест на одновременное удержание обоих сенсоров. Все это дает некое ощущение в свободе действий. Однако, как и прежде, регулировку громкости в управлении мультимедиа производитель так и не добавил. Тем не менее, самих жестов хватает на все, что есть в наличии, и нужно лишь дать волю своей фантазии и переназначить, как душе будет угодно. К слову сказать, датчики автопаузы на борту также имеются и работают в обе стороны, но при желании эту опцию можно всегда отключить. Из дополнительных функций никуда не делся и игровой режим с низкой задержкой. В своем тесте на популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile я получил результат в 160-280 миллисекунд. Цифры вполне нормальные, так что поиграть можно. Помимо этого осталась неизменной и для кого-то удобной функция автоответа на входящий вызов. При ее активации во время телефонного звонка можно совершить ответ, просто достав гарнитуру из кейса. Но самым главным и дополнительным нововведением в модели Buds Air 3 является бесшовный мультипоинт. Наушники могут работать с двумя устройствами одновременно с приоритетом на входящий звонок. Таким образом можно спокойно смотреть что-то на подключенном ноутбуке или планшете, получая звук в эту гарнитуру, а если на смартфон поступит входящий звонок, то наушники можно будет использовать для разговора. Ну и на этой прекрасной ноте вроде бы как все ключевые моменты по данной модели я осветил. Теперь осталось лишь послушать, как отрабатывает встроенный в наушники микрофоны. Перед тестом лишь добавлю, что работать под нагрузкой они стали лучше, а вот в обычных условиях микрофоны из второго поколения передают голос более естественно. Итак, в самом начале я решил продемонстрировать сравнительный тест работы микрофонов в наушниках Realme Buds Air 3 и Realme Buds Air 2 в обычных таких вот условиях обстановки в комнате. Здесь ничего не шумит, абсолютная тишина. Собственно, третье поколение у меня в ушах, и вот примерно как-то так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по данной гарнитуре, находясь вот в таких вот условиях обстановки. Сейчас я их поменяю на Realme Buds Air 2, и можно будет послушать и почувствовать
почувствовать разницу. Ну а теперь можно слышать работу микрофонов в наушниках Realme Buds Air 2. Это прошлогодние наушники, собственно, мои одни из самых любимых. Они были во многих топах прошлого года. До сих пор считаю их очень удачной моделью и очень актуальной. Пользуюсь ими уже целый год. И, собственно, вот так отрабатывают микрофоны в тех же самых условиях, что мы сейчас тестировали Realme Buds Air 3. И как по мне, как я и говорил, здесь голос более естественно передается, он как, ну, приятнее, да, приятнее его слышать, нежели в Realme Buds Air 3. Ну а все остальные тесты сейчас будут следующими, смотрите, не переключайтесь. Ну что ж, друзья, пришла пора протестировать работу встроенных микрофонов. Начну я с автомобильного тестирования. Сейчас наушники Realme Buds Air 3 работают, подключены к смартфону и работают в закрытой машине. Ну я на полном ходу открываю с двух сторон окна. Плюсом ко всему сюда начинает задувать ветер. Это Ярославское шоссе, скорость у меня порядка 85 км в час. Ну и примерно можно прикинуть, как собеседник при вот таком сценарии использования. Ну а вот еще один тест работы микрофонов в наушниках Realme Buds Air 3. Я сейчас решил его записать в метро, прибыл поезд. Тебя будет слушать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по этой гарнитуре, я сейчас нахожусь на улице, мимо меня проезжают машины, их не так много, улочка не такая уж и сильно шумная, но при всем при этом... Сегодня еще бывает такой легенький ветерочек, можно примерно прикинуть, как тебя будет слышать собеседник. Если ты будешь с ним разговаривать по этой самой гарнитуре, находясь вот в каких-то таких условиях, на тихой спокойной улочке, без такой сильной нагрузки. Ну и подводя сегодня некий итог, могу сказать однозначно, что обновленная модель Realme Buds Air 3 практически по всем параметрам стала лучше и интереснее. Изменения коснулись многих опций, так что апгрейд получился не минорным. Да, есть определенные вопросы к работе встроенного микрофона, но здесь все не так однозначно. По факту алгоритм подавления шума работает лучше, чем у вторых. Но вот почему он срабатывает даже в более спокойной обстановке, этот вопрос остается открытым. Возможно, будущие обновления его решат, но на данный момент работает все именно так. По всем же остальным параметрам изменения явно пошли на пользу. И для тех, кто ищет себе хорошие среднебюджетные наушники для Android и iOS смартфона, данную новинку можно рассмотреть к покупке. Большинство самых востребованных функций в ней имеется. Ну что же, вроде бы все, что хотел по этим наушникам, я сегодня рассказал. Если остались вопросы, то пиши их в комментариях, либо заходи в мою телеграм-группу вопросов и ответов. Ну а на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.